Приветик, Привет. привет. Сегодня у тебя солнечно, у меня уже не очень. А, Давай подождем, пока Катя присоединится, и я тогда Мгм. начну, потому что, мне кажется, мы очень сильно behind. Привет, Катя тут. Катя тут? Да. Я здесь. Привет. All right, gotta start. I will just start quickly explaining what's happening here. So that's our first talk with experts in the Shorbanism channel. So, first of all, I'm Oksana. I'm the author of the channel, and we have our beautiful guests today. These two girls actually were one of the first leaders who were creating Geopark in Russia. So, for English-speaking part of my audience, I gotta apologize because today we're going to be talking in Russian, but you will be able to see the recording of this talk later, as we will add some subtitles, and also we will publish the brief the brief points, the most important points which we discussed. So with that said, Natalia and Katya, let's begin. Наташа и Катя, я хочу теперь сделать небольшое представление вас на русском. Мгм. Геопарк Таратау — это абсолютно, в принципе, геопарки — это абсолютно уникальные, можно так сказать, средства, способы организации территории, которые позволяют не только сохранять ее экологию и культурное наследие, но еще и показывать, открывать определенные уровни доступа для туристов и таким образом привлекать более широкий социум на защиту и вдохновение этой невероятной красотой. Наташа Лукашина, проект-менеджер и архитектор, собственно, была в истоках создания этого парка в Башкирии, в России, и Катя Кириллова, менеджер социальных проектов, приверженец геопарка, сама жительница Башкирии и активная участница в развитии проекта, в его развитии, улучшении и сохранении. Они нам сегодня расскажут, что, собственно, такое геопарк, как он создавался, какие есть сложности в этом процессе и какую роль могут сыграть местные жители и эксперты с горячим сердцем. Наташа, Прекрасное вступление. давай начнем с тебя, пожалуйста, потому что я еще помню этот момент, когда мы с тобой работали вместе, и этот проект начинался. Было бы очень классно услышать от тебя. И я думаю, что у нас будет беседа очень неформально построена, то есть ключевые вопросы мы будем немножечко менять по ходу. И я думаю, что мы просто в таком живом формате будем на них отвечать. Я хочу, чтобы вы обе в этом участвовали. Вот, соответственно, Наташа и Катя, тоже расскажите, пожалуйста, что вообще такое геопарк и как конкретно, что послужило предпосылками его появления в Башкирии. Мгм. Ну, смотрите, у геопарка на самом деле очень много определений. Есть такое кондовое и, так скажем, правильное, да, что геопарк — это единая природная территория, администрируемая, обладающая уникальными геологическими объектами международного уровня и природным, и историко-культурным наследием. Это все классы, действительно так. И действительно таких геологических объектов, как у нас в геопарке, нет нигде в мире. Об этом чуть подробнее потом расскажет Катя с легкой руки нашего геолога. Вот. Но смысл в том, что вообще геопарк — это же не территория. Геопарк — это люди в первую очередь, потому что объединенные общие идеи на одной земле. Земле, которую они любят, знают, чтят, уважают ее традиции, хотят сохранить, собственно, культурные традиции и какие-то там ремесла, не знаю, обычаи и прочее. И за счет этого, собственно, развивать свой регион и реализовываться именно в нем, а не уезжать куда-то. Вот, мне кажется, это самое интересное, что есть в геопарке, и самое зажигательное. Все верно. Я бы добавила еще, что вообще по концепции геопарков вообще в мире, да, не только и в Башкирии, они создаются, чтобы поддержать территорию, и она может не будет. То есть, если жители,
Катя, чуть медленнее, наверное, надо говорить, потому что у тебя прерывается связь и слышно Да, я плохо. тоже Если слышу, что будешь чуть немножко... медленнее говорить, то вдруг мы услышим Давай. слова. Пока что не очень. У тебя как будто, может быть, кондиционер? Нет, что-то как будто прерывает. Нет? Может быть, у меня связь не такая стабильная, да, как у вас? Вот сейчас Вот, сейчас отлично. лучше. Говорю медленнее. По Спасибо. концепции развития геопарка вообще в мире считается, что этот формат, ну, такие проекты способны поддержать экономику территории там, где практически больше ничего нет. То есть есть только местные жители, которые производят свой продукт, свои, ну, какие-то вещи, сувенирную, может быть, продукцию, продукты питания на своей земле, и они имеют возможность благодаря созданию геопарка и его позиционированию как нового там, места красивого посещения для развития туризма в нем, они имеют возможность поддержать себя и ну, своих близких, продавая вот эту продукцию. Угу. Это да. Ну и вообще глобально это все относится к идее неиндустриального развития, то есть, так скажем, в пику и в противовес промышленному индустриальному развитию. Можно еще и так, сохраняя красивую природу, культурные традиции и свои обычаи, продвигая, рассказывая гостям, туристам и другим местным жителям, которые просто, может быть, чуть меньше в курсе, прекрасно существовать, развиваться как экономически в том числе, что Вот это немаловажно как раз сейчас. интересно. То есть получается, что геопарк сам по себе это одновременно и не такое активное экономическое использование территории, это именно основа на локальной экономике, на локальной традиции, но при этом всем это и не ОПТ, которые мы все знаем и в которые мало кто на самом деле может попасть иногда. Как так получается, что он, то есть каким способом геопарк становится, геопарк это тот как бы вид использования, из-за которого обычный житель может приехать и насладиться этой природой, а не встретиться с забором и ограничениями. Да, но тут, наверное, надо немножко вступления, предысторию геопарков в России и вообще в мире. В мире они появились там в начале 2000-х, и уже во многих странах, там в Европе, в Северной Америке, в Китае очень популярны геопарки. На юридическом уровне законодательно закреплены вообще основы, что такое геопарк, с чем его едят, кому он нужен и чем занимается. А в России такого пока что нет, но при этом иногда, как ни странно, может быть и к лучшему, из-за того, что нету сейчас пока законодательной базы, юридических каких-то препонов тоже нету, и бюрократических ограничений, что, мне кажется, очень здорово для молодых инициативных геопарков. Собственно, как они создаются? Обязательно должна быть инициативная группа, это местные жители, могут быть люди извне, но очень сильно заинтересованные. Но вот я оказалась таким человеком, просто приехала, зажглась, влюбилась и не смогла уехать до сих пор. Сердце у подножья таратало. Вот, да, без этих людей ничего быть не может, потому что они драйвер развития, двигатель, собственно, прогресса геопарка, но при этом еще очень важно заручиться поддержкой администрации района или нескольких районов, в которых находится геопарк, администрации в нашем случае, например, республики, ну то есть вот сам глава республики поддержал идею создания геопарка, что, собственно, вывело вообще на новый уровень этот проект, и было найдено и финансирование на него, естественно, благодаря главе, и в целом ряд административных вопросов сразу тоже довольно быстро решился, вот, чего не могло бы быть, если, ну, это могло бы произойти, но намного медленнее, если бы глава не содействовала нам так активно. Но самое, что интересное, он же тоже изначально из Ишимбайского района, вот там, где находится геопарк, так что по факту он местный житель просто. Понятно. Получилось, что сейчас переехал в столицу. Ну, то есть, в чем именно вот в Башкирии, поскольку вот есть вся эта история с уникальной природой, почему именно геопарк нужно было создавать условно, а не просто самоохранять природную территорию или просто парк, если хочется, чтобы там пришли люди?
Да, это интересный вопрос, кстати, почему именно геопарк. Но вот ОПТ — это же такая история действительно очень законодательно во многих случаях ограничивающая, с одной стороны. С другой стороны, у нас в геопарке находится 27 ОПТ регионального значения, вот, и в основном это памятники природы, то есть конкретная точка на карте района, не территория, небольшая площадь, да, а именно точка, вот какая-нибудь гора или водопад, или озеро. Вот. И, безусловно, на эти объекты распространяются все ограничения и охранные мероприятия, которые соответствуют, собственно, особо охраняемым природным территориям. Вот. Но чтобы эти объекты, эти точки объединить маршрутами, объединить общие идеи сохранения, а ведь люди живут же не в какой-то точке, да, не на горе и не у озера, а на земле в целом. И у них есть какая-то ментальная карта восприятия. Вот что такое моя малая родина, да? И, собственно, у нас задачей проекта изначально было понять, что такое малая родина для тех, кто ассоциирует себя именно с Таратау. Вот. И мне кажется, нам это в какой-то степени удалось. Может быть, мы даже объединили чуть больше, чем планировали изначально, но там просто остановиться невозможно, потому что там в геопарке одно за одним все тянется. Сначала идут вот эти вот прекрасные горы Шиханы, потом озера, водопады, потом начинается сеть пещер, а потом, когда мы добрались до Воскресенского медиплавильного завода, старейшего на Южном Урале, там вообще уже не остановиться. Мое любимое, мне кажется, постиндустриальное. Да, у меня все любимые, но каждый по-своему, они же уникальные, и это не голословно. Вот, про уникальность, кстати. То есть, получается, да, мы сохраняем на юридическом уровне, но уникальность важно подчеркнуть еще не только вот какими-то положениями о памятниках природы, но и создать единый бренд, да, локальные продукты, создать инфраструктуру гостеприимства, вот те же элементарные визит-центры, извините, туалеты. Да, с этим обычно самая большая проблема. Да. Дороги, парковки, с этим большая проблема, гостевые дома, глэмпинги, и всего этого не было, и оно начало активно развиваться как раз благодаря созданию геопарка, вот, эта инфраструктура, что, мне кажется, очень ценно. Это очень ценно, и вот мне тоже понравилось, что упоминала про отдельные памятники природы, что вы именно занимались тем, что их связали в такой ментальной границей, которые, не административные совершенно, а скорее основаны на том, что представляют себе люди. Интересно, конечно, узнать, как собирался вот этот вот фидбэк от людей, где они, как они очерчивали эти... Как вы с ними взаимодействовали, чтобы ощутить эти границы, и, соответственно, как они вообще в этом участвовали. Ну и, наверное, начиная с самого начала, как вот эту всю предысторию Шиханов и соды. Очень вкратце хотелось бы услышать от тебя и от Кати тоже, как от местного жителя. Это Катя кусочек Шихана старого, да. Но что хочу сказать, тут, правда, разговор, конечно, на часы, но я очень кратко постараюсь. Конечно, с местными жителями общались, комплексный анализ проводили и натурные исследования. То есть сначала мы сидели с картами такие, смотрели вообще, что есть вообще, разные слои, вот, объекты природные, историко-культурные, сети дорог, какие даже там племена жили на тех или иных территориях, там, башкирские, изначально есть же 7 башкирских родов, а мы вот в центре, у нас Юрматы, в общем, естественно, выезжали на место, общались с местными жителями. У нас первая сессия с местными жителями, мы ее собирали вот буквально там по соцсетям и как-то через сарафанное радио, она длилась, по-моему, 3,5 часа, и никто не хотел расходиться. То есть это было просто... такой просто заряд энергии, драйв, и потом, собственно, вот эти вот все встречи, они продолжались, и довольно быстро мы взялись, так скажем, за дело. Еще очень важно, помимо инициативы местных жителей и администрации, нам же еще научное сообщество очень помогало. Что, собственно, стало причиной возникновения геопарка? Никогда не бывает одной причины. У нас в мире всегда все в комплексе происходит. Вот. Была инициативная группа, кто хотел, может быть, они не формулировали это так, что мы хотим геопарк, но они говорили, мы хотим защитить Шиханы, потому что это уникальные геологические памятники, а их хотят на соду разработать. Или там, не знаю, деревья на них порубить, а это нарушит микроклимат. И тут уже вступалось научное сообщество, которое говорило, вы знаете, у нас на Шиханах 400 уникальных видов краснокнижных растений, 400. Там эндемиков просто тоже тьма тьмущая. Это растения, которые вообще больше нигде не сохраняются.
сохранилось, потому что вот у них же, опять же, уникальный свой какой-то микромир с насекомыми и прочее, и прочее. Вот, и насекомых, и краснокнижных, и кого только нет. Вот, и научное сообщество, наверное, как раз были теми инициаторами, которые сумели сформулировать, что да, нужен геопарк, потому что именно геопарк отвечает всем нашим задачам и целям, да, и ценностям, вот, сохранить, приумножить и передать будущим поколениям. Вот. А администрация, к счастью, услышала и поддержала. Вот, если очень вкратце, то так это было. Катя, может, добавишь? Это вопрос, как все создавалось, да? Да. Ну, вообще... Расскажите про Шиханы тоже, это очень интересно, потому что это же вообще нигде нет. И про Шиханы, и про то, почему, несмотря на то, что так, ну, такое сильное было научное сообщество и желание это сохранить, почему есть все-таки этот уникальный геопарк, куда можно именно приезжать людям, а не просто смотреть через забор. Да, ну, по сути, туристическое развитие через сохранение, ну, через создание геопарка, да, и таким образом позиционирование как туристической локации такой большой, это то, наверное, ну, это, короче, будущая стратегия. Здесь больше делать нечего. То есть строить огромные заводы уже вот на нашей территории это уже перенасыщено. Да, это очень дорого, во-первых. А во-вторых, уже и так очень много заводов, и это сказывается на экологии. И вот как территорию, ну, вдохнуть в нее что-то новое, да, вот начать развивать туризм, это, наверное, самое логичное и самое, ну, безопасное, будем так говорить. Вообще, при создании геопарка одно из основных условий – это наличие геологических объектов международного значения. И таких 13. И, конечно, самое главное – это Шиханы. Их сейчас 3 – Таратау, Куштау и Юрактау. И уникальность вот этого природного памятника в том, что он комплексный, прежде всего. То есть не только это геологическое значение имеет, да, что это древний барьерный риф, сейчас мы об этом тоже, ну, чуть попозже, чуть подробнее расскажу, но еще что флора, фауна, да, уже Наташа успела упомянуть, вообще на Шихане Таратау произрастает треть всех растений Башкирии. Вот можете себе представить, да, то есть на одном небольшом клочке территории целая треть от всего многообразия растительного мира Башкортостана. А просто, чтобы все понимали, Башкортостан — это 3 Франции по площади. Я вот люблю так сравнивать. А наш геопарк помещается на территории половины Кипра. Вот. Ну вот как бы сами судите. Хорошее сравнение. И да. Историко-культурное наследие, которое тесно связано с местными жителями, просто уникальнейшее. То есть Таратау, она упоминается еще во II веке до нашей эры. Есть легенды, сказания и даже исторические факты, что на этой территории, ну, не просто племя жило, да, а что гора была связана с ними, ну, просто там духовно, и до сих пор ей придается очень огромное, в том числе религиозное значение. Там была ставка хана, ну и так далее, так далее. В общем, вот этот комплекс и дает такую уникальность Шихану. Вообще, подобная геологическая структура, она в мире встречается, конечно. Есть подобные рифы и в Китае, есть в Северной Америке, есть большой австралийский барьерный риф, да, с которым там любят сравнивать. В чем разница? В том, что нам миллионов 20 лет назад жутко повезло, что 2 плиты, восточноевропейская и сибирская, просто столкнулись, друг по другу подмялись, и Шиханы вышли наружу. То есть в мире больше таких рифов наружу нет. То есть есть они все обычно на глубине от 400 метров до километра. То есть сложно к ним их изучить, потрогать. А здесь мы можем просто буквально под ногами поднять любой камень и увидеть микроорганизмы, организмы, которые жили почти 300 миллионов лет назад. Это действительно уникальнейшая история, что вот это так доступно не только для ученых, но и просто для простых людей. Можно приехать,
все это увидеть. Маленькая ремарка, то, что геопарк Таратау и в целом эта часть Башкортостана находится на территории древнего Пермского моря, если вы можете такое представить. То есть то, что мы видим как гору, вот эту великолепную сейчас на видео из Таратау, это было дно. Вот, это к слову о том, как меняется наша планета. Это очень интересно. Да, но достаточно медленно, я бы сказала, но интересно, да. Вот. Ну и, вообще, собственно, вся гора состоит из вот этих вот микроорганизмов, окаменелостей, да, там аммоноиды, брахиоподы, вот эти вот красивые ракушки такие, как в мультфильме «Русалочка» и прочее. Это вот все про нас. аммониты они называются, да. У меня, кстати, один такой есть, наверное, можно показать. Нужно. А у меня тут вот, кстати, что я нашла. Это баночки с медом из коллекция геопарка брендированного Таратау. меда. Да, Великолепно. и вот все действительно забрендированное со всех сторон. Мне кажется, это очень классно и здорово, что Да. у геопарка есть свое лицо. Ну, вот получается, что действительно было на основе чего составлять этот брендинг. Расскажите, как происходил этот процесс, и, опять же, в целом про там, территориальный брендинг такие очень двоякие сомнения, что типа вот приходишь и придумываешь какой-то очередной, не знаю, свадебную столицу, и такой, значит, cookie-cutter применяешь все, что применяли все остальные. А у Таратау прям изначально, ну, была настолько уникальная история, что, в общем-то, наверное, у него не было шансов не разработать этот бренд, и все же как это было, то есть как в это, опять же, вовлекались местные активисты, потому что, скорее всего, по этому поводу и каким-то культурным кодом всегда есть такое многообразие, которое, наверное, сложно объединить в единый бренд. Наверное, было сложно. Мне сейчас еще немножко сложно вспомнить, потому что это было 4 года назад. Я точно помню, что у нас было несколько этапов создания бренда. То есть вот то, что вы сейчас увидели, это не то, что было в самом начале при разработке бренда, да, то есть он был похож достаточно, то есть использовался вот этот вот, ну, давайте где-нибудь буду показывать сейчас, если найду, что использовался вот этот вот традиционный башкирский мотив, он взят из Шижере, это такая книга, упоминающая все древние башкирские рода и специфику, опять же, культурный код, особенности, характерные для них. Вот. Цвета, сразу скажу, менялись в процессе разработки, то есть сначала у нас были там такие, может быть, чуть более природные, там темно-зеленые, какие-то ягодно-малиновые, вот такие желтые. Вот. Потом мы поняли, что все-таки туристическая территория, она должна быть яркая, привлекательная, и яркая еще с точки зрения, чтобы выделялся этот код на фоне природы в буквальном смысле, то есть для системы навигации это важно, чтобы там человек, который идет по маркированной тропе, не асфальтобетонный, да, а маркированный изящно, аккуратно, там, с маркировкой на деревьях и прочее, там, или на столбиках каких-то небольших, вписанных в среду. Надо же эту маркировку увидеть, вот, поэтому, собственно, вот у нас оранжевый, ярко-зеленый и почти черный, такой темно-графитовый и белый, и получается, что вот в сочетании этих цветов оно на все времена года хоть с чем-нибудь да будет контрастировать обязательно, вот. Потом что? Ну, собственно, у нас была очень классная история, что Таратау это было единственное понятное вводное в начале создания геопарка. То есть не было ни границ, ни количества объектов, которые туда должны войти, ни количества районов. Все спорили, убеждали нас, что вообще геопарк нельзя сделать в 4 районах, как мы сделали в итоге, а рассматривали мы 6 вообще, чтобы понять, ну, мы в каком, на каком свете находимся, что можно сделать геопарк только в одном. Ну, как-то вот оказалось, что все можно, если очень хочется и веришь, и не только веришь, но и делаешь что-то. О, Саша Мелентьева, наш ведущий архитектор проекта геопарка Таратау, Да, у нас к прямому эфиру. Вот. В общем, значит, брендинг. Да, брендинг — это же не только логотип и какие-то цветовые палитры. Это еще понимание о том, как может выглядеть линейка сувенирной продукции, печатная продукция, шрифты, которые используются не знаю, в ценных письмах, буклетах, что еще, открытки, фотографии.
Ну, в общем, масса всего, и обо всем этом мы думали одновременно с тем, собственно, какие там границы у геопарка, как у нас будет расположена сеть маршрутов, с чего мы начнем, и чем в идеале должны закончить. Вот, поэтому это был очень увлекательный процесс, но устаканивались мы, наверное, где-то почти год в общей сложности, с брендингом в том числе. Вот, А первые вот это применения именно ты его... имеешь в виду продолжительность разработки проекта, правильно? Нет, проект, и вообще я считаю, что проект идет до сих пор, и он, он не остановим. Это вот отдельная история геопарков, это такая вещь, это можно разработать проект природного парка, его создать, а дальше просто в нем жить. Вот геопарк, поскольку он территория с половиной Кипра, это как маленькая страна, извините, там можно начать, но закончить это вот, только как с ремонтом, только прекратить можно. Закончить нельзя. Я надеюсь, что его не прекратят. Да, я имею в виду, что, просто в целом, да, общее понимание там стратегии развития, брендинг в том виде, в котором он сейчас есть, да, это где-то год примерно, вот так. А дальше идут уточнения, то есть вот концепция есть, сделали там несколько пилотных проектов, сделали визит-центр один, сделали другой, сделали благоустройство за счет федерального конкурса Минстроя в Воскресенском, сделали экотропу лестницу на Шихан-Таратау, теперь маломобильные группы граждан могут подниматься, граждан, населения. Вот, в общем, вы поняли, там это бесконечный процесс. Визит-центров может быть много, очень много местных инициативных у нас товарищей. Это краеведы, учителя, массовики-затейники, кто хочет быть геогидами, экскурсоводами, вот, собственно, рассказывать гостям геопарка о его особенностях, но нету точки приложения труда, да, это вот как раз инфоцентр или визит-центр, то место, собственно, откуда стартуют экскурсии на объект, где можно чай, кофе выпить, чак-чак покушать, что сувенирчики купить как раз, вот ту самую локальную продукцию, вот, которую я и Катя сейчас показываем. Понятно, там у нас мед и чай, и аммониты, в общем, много всего. Да, мне кажется, я могу бесконечно говорить. Я хотела просто уточнить по поводу инфраструктуры, поскольку, в целом, мы тут недавно просто поняли, пока ходили хайкать с друзьями, что по факту только вот это вот отсутствие четкой, читаемой, объясняющей и образующей посетителя инфраструктуры, оно на самом деле сильно отличает геопарки здесь, геопарки, национальные парки здесь от парков в России, потому что как раз из-за этого очень часто происходит там недопонимание, потом люди начинают чувствовать, что о них никто не позаботился, и они могут себе позволить насорить, и так далее и тому подобное. Вот по поводу всей этой инфраструктуры, то есть что было, наверное, самым сложным в ее разработке, и в особенности, как блог про берега, мне бы хотелось услышать, наверное, про инфраструктуру у воды, то есть реки, вот, по которым происходят сплавы в геопарке, какие были подходы к этой инфраструктуре? Так, самым сложным. Самым сложным всегда, знаете, есть такая поговорка, дурак кончается в начале, а умный начинает с конца. Самым сложным вообще понять, как это все должно вместиться там, в одну голову или в несколько голов одной команды. Вот, потому что территория, правда, огромная, и мы, собственно, у нас была задача структуризировать все это счастье, вот нашу территорию мы разделили на 7 земель, каждая со своими особенностями, со своей идентичностью. Там есть условно земля башкирской культуры, земля славянской культуры, вот где Воскресенский медиплавильный завод, земля Шиханы, где, собственно, расположены 3 наши главные горы Астанца, да, Таратау, Юрактау, Куштау, и так далее, и так далее. Есть там природный парк Зелим, вошел в наш геопарк. Вот, собственно, одноименная река Зелим, по ней происходят сплавы. Эта земля, вообще, мы ее изначально для себя так называли, это такой центр активного отдыха, спортивно-рекреационного туризма, потому что там сейчас есть и сплавы, и походы различные, да, и вообще такой немножко дикий, заброшенный уголок природы в самом центре республики.
Вот, и вообще очень потенциал развития интересный с точки зрения спорта. Там и бейсджампинг может быть, и зиплайны, ну, конные прогулки уже существуют, понятное дело, это там только развивать, только в путь, причем и летом, и зимой на санях можно кататься. Ну, да, я к чему? По поводу... Да, сейчас закончим со структурой. Вот у нас есть 7 земель, у каждой земли есть свой центр. И надо начинать, когда берешься за какую-то землю, если вот на нее там выделено финансирование, с администрацией договорились, опять же, вот конкретный уже участок под объекты инфраструктуры выделены, вот, собственно, с этого центра и надо начинать. То есть устраивать визит-центр, как я уже говорила, с туалетами, кафе, с пунктом, так скажем, с точкой гостеприимства, вот, где будут ждать как раз местные жители и готовые провести экскурсию и подсказать, куда дальше и как дальше. Это такая точка входа в геопарк не номинальная, не через границу, да, какую-то вот визуальную границу геопарка, а точка входа, вот когда ты почувствовал, о, вот теперь я точно в геопарке, вот теперь я понял, где я нахожусь и что вообще это за место. Вот, там же есть и информационные материалы, и видеоролики, и научно-популярные комиксы, это тоже мы все делали, вот, что может, собственно, гостям объяснить. А по поводу развития речной инфраструктуры, ну, у нас вообще интересно. У нас же одна из границ геопарка, западная, вообще полностью практически сформирована за счет реки Белой, которая течет из Уфы и вот на юг. Я не знаю, честно говоря, извините, в какую сторону она течет. Мне важно, что по естественной границе, по природной, сейчас, наверное, Катя подскажет, проходят, собственно, и границы геопарка. Потому что мы забор нигде как раз не ставим. И у нас вообще такой цели даже близко нет. Вот у нас есть въездные, да, группы, так скажем, ворота в геопарк. По идее, они должны быть ярко и красочно оформлены. Мы еще в процессе работы над этим, чтобы вот как раз человек понял, что он где-то оказывается. Но уже есть указатели международные у нас и на русском, и на английском, и на башкирском. Все по требованиям международным. Вот, почему? Потому что, ну, на самом деле нет ничего лучше, как мне кажется, для формирования границ, чем естественная граница. Поэтому вот река Белая, по ней тоже проходят сплавы, и как раз на ней находится город Стерлитамак, это вообще бывшая столица Республики Башкортостан, вот, рядом с которым находятся Шиханы. Вот. А вот река Зелим, например, по ней мы вообще разрабатывали такую, так скажем, концепцию сети речных стоянок. Вот как раз для тех, кто организует или ходит на сплавы по этой реке. Вот, это же очень важно как раз, чтобы не бросали мусор или не жгли костры, где попало, организовывать костровища там или там место на ночлег себе, там, где есть для этого хоть какие-то элементарные предпосылки. И опять же, эти стоянки должны быть расположены так, чтобы к ним и с земли был доступ, а это там далеко везде неочевидные места, чтобы можно было опять же вывести мусор оттуда или там забрать человека, если, не дай бог, какой-нибудь несчастный случай, или, ну, есть такая, там, не знаю, медицинская необходимость. Вот, то есть обо всем этом думали, конечно, но у нас реализация сейчас вот больше на центральной части сфокусирована геопарка, центральной и южной, я бы сказала, а Зелим у нас на севере, а нам еще до него добраться предстоит. Понятно. Вообще, вот эти проекты очень правильно делать с местными жителями или с пользователями территорий. Как раз тоже особое внимание уделяли. То есть вот появилась, например, задача организовать там вот здесь вот биваки, или вот здесь экотропу протоптать, да? Очень здорово, если начинают включаться сами местные жители, потому что, во-первых, у них принадлежность к земле как бы вырастает, да, в разы, ответственность за нее. Они начинают эту ответственность передавать гостям. Гости начинают уважительнее относиться, они уже не кидают, они уже понимают, что они в гостях находятся на земле. И в обратку жители, видя, как относятся, становятся более гостеприимными, им уже больше хочется вкладывать ресурсов
в развитии инфраструктуры. Инфраструктура же она разная бывает, да? Бывает та, которую поставили, ну, вот визит-центр, навигация, а бывает та, которая, ну, не всегда очевидная, но тоже природная, да, будем так говорить. Те же биваки, например, для них ведь подчас не нужно ничего, кроме выделенной площадки, нескольких там костровищ, правильно собранных, сделанных из природных материалов, там, камни вокруг, например, да, и там, тренога, например, какая-то. Это тропы до достопримечательностей, которые почистили. Ну, что такое почистили? Например, там, ну, ветки убрали, да, чтобы они там в глаза, ну, чтобы было, чтобы комфортно идти. Вот. И когда эти местные жители занимаются, это вот вообще одна из задач геопарка — аккумулировать местных, чтобы они это делали тоже, то есть вместе работать. Ну, это, кстати, очень здорово, и я так понимаю, что у них и даже, наверное, до прихода геопарка был интерес к тому, чтобы сохранять это, а теперь появилась просто дополнительная возможность переложить. Теперь развивать у них есть интерес. Да. Угу. Ну и плюс, когда есть поддержка, всегда же легче. Ну, то есть понятно, что один в поле не воин, а когда ты чувствуешь единство с общностью людей, у которых одни ценности с тобой, одни идеи, задачи, это очень вдохновляет. Согласна. Слушайте, ну это, по-моему, потрясающий экспириенс, очень здорово то, что вы рассказали об этом всем. Мне хотелось в заключение, на самом деле, задать, наверное, один вопрос, поскольку вот я знаю то, что геопарки это, в общем-то, они поддерживаются глобальной сетью ЮНЕСКО. И хотелось просто понять, ну вот как-то вкратце, какую роль в этом играет ЮНЕСКО на случай, если вдруг нас будет слушать кто-то из местных властей в других прекрасных районах, им тоже захочется сформировать геопарк. Вот как взаимодействовать с этой организацией и как она может им помочь? Угу. Ну, глобальная сеть геопарков ЮНЕСКО — это вообще такой геопаркообразующий орган. Собственно, один из столпов, на котором стоит геопарк, это вот помимо того, что это должна быть управляемая территория с охраняемыми природными объектами, с инициативой местных сообществ снизу вверх, да, следующий столб совершенно не по значимости, просто они все равноценные. Это партнерская сеть. И вот глобальная сеть геопарков эту партнерскую сеть в самом широком смысле и обеспечивает. То есть развитие партнерских отношений важно как внутри геопарка, вот буквально между местными жителями, предпринимателями, администрацией, там, научным сообществом и прочее, прочее, так и за границами геопарка. Там малый круг может быть интересов, да, просто, ну, к примеру, внутри республики Башкортостан в целом. Вот, есть сеть внутри России, потому что сейчас создаются новые геопарки, и, ну, они тоже стараются взаимодействовать. Но а в самом широком смысле это вот глобальная сеть геопарков ЮНЕСКО, куда входит около 170 геопарков с официальным статусом на данный момент. А наш геопарк, он официально претендует, это тоже статус претендующий геопарк, стремящийся, да, aspiring. Вот. Но что, мы претендуем с хорошим, я считаю, с хорошими очками в том плане, что к нам успели приехать эксперты на глобальной сети геопарков в феврале 2022 года. Им у нас понравилось, они удивились, как много всего мы успели сделать с того момента, как подали номинационное досье, потому что подали мы его еще в 2020 году, но был ковид, и они не смогли к нам приехать в 2021. Но у них регламент такой, они приезжают спустя полгода после того, как изучат, собственно, камерально досье. Вот, и уехали они с хорошим впечатлением, вот, но понятно, что сейчас у нас задерживается процесс рассмотрения. Да. А как поддерживают? Ну, вообще, помимо... раньше было больше возможностей общаться офлайн, можно было съезжаться на конференции глобальной сети геопарков, даже если ты еще не обладаешь официальным статусом, а просто вот стремящийся или супер начинающий, стартующий геопарк. А сейчас это все возможно онлайн. И вот, например, наш геопарк на следующей неделе участвует в обучающем интенсиве глобальной сети, где не только получает опыт, но и делится своим опытом уже. То есть вот у нас есть там презентация, один из наших научных сотрудников по образованию будет рассказывать, что мы сделали, каким образом. И очень интересно, главное, потом будет возможность обменяться мнениями и что-то почерпнуть
у других геопарков, а может быть, кто-то уже и нашим опытом воспользуется. Это прям такой обмен идеями. По-моему, потрясающе. Я согласна с тем, что для любого дела, как говорят в буддизме, тебе нужно не только хорошее намерение, но еще и хорошая среда и хорошая санка. То есть как раз есть партнерство с этим. Вот. Так что это очень здорово, то, что наш любимый Шихан находится в таких, скажем так, в такой уютной компании с других геопарков мира, а также в руках таких невероятных, прекрасных вот девушек, с которыми мы сегодня здесь общаемся. И очень хочется пожелать то, чтобы эта партнерская сеть дальше развивалась, то, чтобы у геопарка развивались его инфраструктура, и, конечно же, я вот лично буду следить за развитием трейлов и других именно таких связующих элементов природной именно туристической инфраструктуры, поскольку, как мы узнали здесь, в национальных парках Америки, это очень важный элемент такого общего пространственного нарратива. Вот, и мы будем надеяться, то, что геопарки будут появляться больше, и взаимодействовать они будут лучше. Вот. А мы тем временем начнем с вами прощаться, если ни у кого только нет вопросов для обсуждения. Вот. И в очень скором времени накидаем вам прекрасных видосиков из геопарка, чтобы вы представили, как вы путешествуете там, а может быть даже и приехали, как только появится возможность. Да. Обязательно. Кстати, приезжайте. Да. Я приеду при первой же необходимости и возможности. Возможности вообще. Вылетай, Оксана, необходимо. Все, я беру билет. Как раз на свежий воздух. Коллеги, всем Спасибо вам большое. И вообще супер интересно было и приятно поделиться. Класс. Давайте Спасибо общаться вам. еще. И обязательно. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Straight up and fainted.